они достаточно искренние. Даже когда они тебя пытаются обмануть, это искренне. Это искренне, это видно на самом деле. Я стеснялась сказать, что ты старый мудак, поэтому тебя никто не любит. Но на самом деле так выстроена нормальная жизнь в России. Да? Ну так она выстроена. Ты его... Так, сегодня у нас в гостях адвокат, который живет в Египте уже сколько? Ну, второй раз, надеюсь, сейчас вот месяц, до этого 3. Надеюсь, еще зимний сезон пожить. Да, мы живем в городе Владимире с семьей. У меня жена, 2 детей. Вот. Выбор пал на Египет, потому что он нам очень подходит по климату. У меня дети с аллергостатусом. Вот. И все врачи-педиатры, аллергологи, иммунологи и так далее очень рекомендуют в осенне-зимний период проводить не в условиях климатических средней полосы России. Да, дорогие друзья, запишите себе это в блокнотик, что здесь климат такой лечащий. Да. Мы пробовали в прошлом году аналогичную историю с Турцией, но вот моим детям именно Турция не подошла, поэтому вот сезон 22-23 мы, значит, частично отдыхали, жили в Турции, но вот в феврале поняли, что что-то нам вообще не подходит, хотя ожидали хорошего эффекта, вернее, нам с женой очень даже подходит, а вот детям не подошел. Поэтому в феврале мы приехали в Египет и до конца мая здесь пробыли. И вот сейчас тоже приехали в середине сентября, ну и планируем до весны опять-таки, как это сказать, цветение березы здесь пересидеть. Ага, чем занимаетесь здесь? Ну, я юрист, как правильно вы сказали, занимаюсь тем, что исполняю заказы российских компаний, физических лиц, связанных с юридическим сопровождением каких-то споров, бизнеса и так далее. У меня работаю в составе партнерства, у меня есть несколько партнеров, 5 человек, которые, в отличие от меня, постоянно пребывают на территории Российской Федерации, и поэтому, дай бог им здоровья, все, что я не могу сделать удаленно, они реализуют там, как говорится, офлайн. В Египте детям действительно прекрасно жить. Солнце, море, фрукты и прекрасная погода целый год. Здесь есть разные школы и спортивные секции. Ваши дети с легкостью смогут выучить английский, арабский и другие языки. Даже приезжая на несколько месяцев, дети получают кардинальную поддержку для организма. Я расскажу немножко эту историю. Мы с женой долго ждали наших детей, мы такие старородящие родители. Вот, старшая у нас появилась, когда нам было 32 года, младшей уже 34. Вот, поэтому мы такие трясущиеся, в поисках всегда лучшей жизни для них. Вот. Что получилось? Мы вот, когда у нас старшая родилась, естественно, это самое, там, как и положено, ходили там ко всем врачам, и где-то вот на начальном этапе взросления поняли, что у нее там повышенные реакции на какие-то там продукты. Вот. Сделали ей там педиатрическую панель, выявили, какие проблемы у нее есть, там, да, начали что-то исключать там из питания и так далее. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, жили нормально, двигались какой-то такой осторожной дорожкой, сильно много не ели там сладкого и там запрещенных продуктов. Старались на время цветения березы, потому что у нее береза основной аллерген, куда-то там ездить в пределах территории Российской Федерации, там в Сочи ездили и так далее. Вот. Ну и в общем-то все шло более-менее. Но вот тут появился у нас младший ребенок, и он нам показал, что такое действительно там серьезные аллергические проявления. И в момент, когда ему был год, только исполнился годик, мы там переехали с одной квартиры на другую, чуть-чуть побольше расширили наши метры, скажем так.
там оказалось ему совсем некомфортно в плане отопления. Оно там не регулировалось, было центральное, и очень сильно топили. И вот где-то с ноября по март очень серьезные кожные высыпания у него были. Вот, в этот период тут, это как раз зима, получается, с 21 на 22 год. Вот. Я резко меняю отпускные даты, и первый раз вот мы все вместе едем в Хургаду в начале 22 года. Это простая была поездка. По путевке заселились на 2 недели в отель, вот, дабы просто вот немножко, как это сказать, восстановиться, не мазаться дорогим французским кремом и не пить литрами там антигистаминно. Вот. Нам, в принципе, все понравилось. Зима это была, правда, самая холодная, как говорят в Египте. Вот начало 22 года, там в Хургаде, даже нам гид фотографию показывал, выпадал снег. Вот. Так что, вроде бы прохладненько было, но нам все равно, с учетом наших вот особенностей, было прям очень хорошо и комфортно. И вот в эту зиму мы как раз после вот этих вот наших происшествий решили, что следующую зиму мы должны провести где-то на море, потому что на море лучше. Почему-то вот мы сразу не выбрали Хургаду, почему-то мы подумали, что попробуем для начала Турцию. Немножко в плане климата ошиблись. Такая вот банальная история. На Красном море насыщенно минеральными солями излечиваются псориаз, экзема и другие кожные заболевания. Пониженная влажность и высокое содержание кислорода позволяют лечить бронхиальную астму и вегетососудистую дистонию. А египетские грязи помогают при лечении ДЦП, ревматизма, суставных болей, сколиозе, грыжах межпозвоночных дисков и ревматоидном артрите. Андрей, понятно, детям нравится Египет, дети, море, солнце, все понятно. А вот как вам, адвокат из России, в Хургаде? Мне Египет нравится, потому что здесь немножко другой подход к жизни. Здесь достаточно открытые, светлые люди, по большей части, прежде всего коренное население. Я их чувствую как, в связи с их религиозностью, мне кажется, я их чувствую как более для меня понятные. То есть у них меньше такой истории, которая называется двойное дно. Вот мы немножко привыкли жить в такой действительности, когда неважно, что говорит человек, неважно, как он это преподносит, важно смотреть на его действия и проявления, которые порой очень сильно отличаются от того, что он проговаривает. Вот здесь, мне кажется, с этим попроще. Людей как-то анализировать и читать, и предугадывать их действия проще, потому что они достаточно искренние. Даже когда они тебя пытаются обмануть, это искренне. Это искренне, это видно на самом деле. Как дети, да? Да, немножко, наверное, можно с детской историей сравнить. Вот, это первый момент. Второй момент, естественно, другое питание. Не знаю, может быть, кажется как-то странно, но мы уже, когда стали сильно за 30, мы как-то отличаем помидорку местную от помидорки турецкой и от помидорки российской. Вот. Кстати, не всегда это в пользу помидорки египетской, именно если речь идет о помидорках, да? Но глобально здесь, по нашим вкусовым ощущениям, если общий срез брать, наш стол, здесь вкусно и по ощущениям более, что ли, натурально, не знаю. Это чисто по ощущениям, мы, естественно, никакие пробы не делали, аналитику такую глубинную не проводили. Нам здесь вкуснее, скажем так. Естественно, доступ к фруктам, овощам круглогодичный, это, наверное, каждый подпишется под этим. Мясо хочется? Ешь мясо? Не так часто, да, наверное? Нет, мясо здесь, да, кстати, хочется реже. Мясо мы, конечно, едим, курицу. Энергетика солнца, энергия солнца. Наверное, да. В основном курицу, иногда баранину, иногда телятину. То есть все едим, потому что детям, естественно, белок нужен. А у нас тут стол, опять-таки, привязан к детским, к нашим особенностям. Поэтому мясо кушаем.
по ощущениям свинины, конечно, не хватает лично мне. Ну, просто... Тут есть магазин из свинины. Да я ее ел, что-то она вообще Не какая-то... такая, да? Вообще Ну не, да. не свинячая свинина, я бы сказал это так. Вот. Когда вот долго тут в прошлом году странствовали, путешествовали, самое большое желание где-нибудь какую-нибудь эту самую первую встречную хрюшку обнять, поцеловать и Да? быстрее съесть. Вот. Вот было такое, да. Но не самое это важное, потому что в итоге по ощущению, ну вот внутреннему, да, нам кажется с женой, что здесь мы себя чувствуем лучше, потому что какая-то другая еда. Вот так четко сформулировать. Тут легче жить. Вот одел майку и все, и пришел. Да, конечно. Шортики конечно, какие там. У тебя конечно. шортики? Это, Шортики. да, это глобальный плюс, то, что зимнюю одежду покупать не надо. Мы все равно курточки детям берем, вот, потому что, вот, памятуя ту самую зиму, они у нас полотпуска проходили в таких в осенних комбезах, поэтому сейчас мы им курточки всегда берем, где бы мы там ни оказались, потому что, ну, по вечерам бывает достаточно прохладно, и что ветер тут такой леденящий. Вот, но себе мы вообще никаких курток не взяли, там теплые кофты максимум, какие-то вот жилеточки. С одеждой, конечно, проще, и с обувью проще. Вот что самое это главное, наверное. Потому что я вот вспоминаю, как мы это зиму проводили. Надо такие какие-то сапожки на такую погоду. Чуть-чуть погода изменилась, уже другие сапожки. Да, и вот этот как бы ряд сапожек детских. Сапожек, да, это, конечно, такое. Здесь, ну, максимум Два вида. Два Зимние. вида. Сандали и кроссовки. Да. И как бы все, вопрос решается. Да. Вот. Поэтому в этом плане, безусловно, мы ощущаем себя лучше. Психологически как? Еще мы ощущаем себя лучше, да. Наверное, я не буду кривить душой, но скажу это вот таким образом общим, потому что у каждого человека свои ощущения, но глобально, находясь в режиме, ну, такого иностранца, ты все-таки немножко по-другому внутриполитическую жизнь чувствуешь. То есть, ну, тебе глобально... Скоро у нас здесь выборы. Да, вот пока центральная власть хорошо относится к туристам, тебе хорошо. А центральная власть по ощущениям должна всегда относиться хорошо к туристам, и тебя все равно причисляют к туристам, потому что ты вкладываешь свои деньги в местную экономику, и на тебе многое что держится. Да, Поэтому, действительно. Вот здесь ощущение такое есть. Плюс, вот не знаю, как в остальных районах Египта, в Хургаде чувствуешь себя достаточно безопасно. Поначалу количество там вооруженных людей немножко напрягает, но глобально ты чувствуешь, что здесь, в принципе, вот на этом тоже строится безопасность, что каждые тут 100-200 метров какой-то полицейский кордон, люди с оружием стоят. Соответственно, если какие-то хулиганы египетские что-то там говорят, даже таксисты, вот они, когда начинают там из тебя каких-то денег просить, ты им говоришь, ну поехали в полицию, там разберемся, кто кому сколько должен. Сразу все нет, да, как договаривались, 20 фунтов, так 20 фунтов. Вот, поэтому чувствуется вот в этом смысле какая-то, ну, во всяком случае, защищенность иностранцев. Вот, насколько это ощущение верное, ну, сказать сложно, пока вот мы так ощущаем. Да что-то я скучный, я чувствую. Нет, ты не скучный, ты нормальный. Как, ты адвокат? Ты же не можешь быть как я. Вот это, ну, я имею в виду. Ну, как я ношусь, знаешь, как угорелая. Ты адвокат, ты что? Ты серьезные дела решаешь. Нет, ты такой, то что надо. Слушай, а жена чем занимается вообще тут? Это... Жена тоже юрист, она, Да? ну, она одна из моих партнеров, скажем Да так. ты что? Ну, да. Ну ты хорошо выглядишь. Для египетской для зимы. своих 37 лет. Не, ну ты хорошо, смотри, кожа такая, видно, что хорошо кушаешь. Ну, мы как бы для этого сюда... У нас вот это не какой-то прикол там на камеру, это действительно основная цель нашего здесь присутствия. Мы здесь в оздоровительных целях. Слушай, это на самом деле правильно, так и есть. Я всегда говорил, что
надо успевать все. Все. Надо уметь и собой заниматься, и работой заниматься, потому что, ну, человек без деятельности, это тоже как бы унылая история. Да. Я таких видел много. Кислое говно, правда? Да, потому что они вот, ну, кроме того, что вот сидеть там, ругать власти и там говорить, как все плохо, ничего не могут, Да, потому что да, они да. сами не реализовались. Да. И вот эту вот историю с реализацией, с самореализацией, ее тоже нельзя упускать. Да, То есть кстати. нельзя вот как, ну, может быть, если там тебе лет 60, и ты как этот адвокат уже прям вот все выработал, и ты хочешь вот, ну типа, все, я, ну там, потихонечку иду в сторону гроба, но хочу идти своей дорожкой. А я вот не хочу так жить, я поэтому понимаю, что надо успевать там и с детьми, и Молодец. с собой, и деньги чуть-чуть заработать, и где-то что-то, какой-то новый опыт получить, но не забыть про свое здоровье, которое уже немножко потрепанное вот, жизнью. Вот, в общем, вот так. Как это сказать? Значит, Это называется поиск компромисса. компромисса, да, вот да. во всем. Гармония должна быть такая, Какой-то, правда? да, гармония. Это же составляющая счастья, гармония, правда? Ну, конечно, конечно. Потому что я когда работала в фитнес-клубе, ко мне, знаешь, много, ну, со мной так мужчины любят пообщаться. Ну, это все, что они могут пообщаться. Какие-то странные у вас мужчины. Все, что они могут, это Не-не-не, пообщаться. ну это, знаешь, это же не все, не все. Это, там такие были в возрасте, им уже было за 65. Поэтому все, что они могли, это наверное. пообщаться. Я понял. Да, точно. Поэтому вы бы им сказали, вот в Египте Виагру не запретили. Не запретили. И знаешь, и они ко мне подходили, я тогда еще работала в фитнес-клубе, я до Египте даже еще не думала. А где, в Москве? Ну, В Московской области, да, я там жила, работала. И они подходили и говорят, Виктория, вот ты не знаешь, ну, они были такие состоявшиеся с деньгами, говорит, почему меня никто не любит? Я вот так смотрела на него, и я стеснялась сказать, что ты старый мудак, поэтому тебя никто не любит. То есть это какая-то такая недоработка, что вот он делал бабло, шел по головам, а потом такой хоп, а вокруг него только женщины, которые за деньги с ним, да? Это же какой-то перекос, да, Андрей? Вот как конечно, ты считаешь? однозначно. Но на самом деле так выстроена нормальная жизнь в России. Да. Ну так она выстроена. Ты вот всю жизнь херачишь ради того, ради чего сам не понимаешь. Да. Ну то есть ты херачишь просто ради того, чтобы херачить. И, А потом еще забрать могут, да? И ты идешь этой дорожкой, потому что ты думаешь, что по-другому, ведь все же так. А как по-другому чего-то добиться? А когда ты начинаешь вот условно искать эту гармонию, а по-русски это называется распыляться, то есть ты не такой нечеткий профессионал, там, который в одну точечку давит, бьет и так далее, а такой везде по верхам. Ты как будто бы поверхушник. У нас это в обществе принято так называть. Ты такой поверхушник. Поверхушник. Да. Верхогляд. Верхогляд, да? Есть такой прокурорский термин. Я, поскольку 10 лет в прокуратуре отработал, для меня этот термин, он, ну как сказать, понятный. И вот когда ты в поисках этой пресловутой гармонии на самом-то деле пытаешься постичь какой-то вот такой дзен, чтобы у тебя был везде компромисс, то ты не классный парень в понимании стандартов российских. А классный ты, если ты всю свою там молодость, все свое здоровье угрохал где-то, ты там получил какие-нибудь, не знаю, погоны, должность, вот ты крутой чувак. А на самом деле нет, так не работает. Но это в части погонов, а в части не погонов в бизнесе также. Ты там пер, а что толку-то? Ну да, денег много, а что с ними делать? С кем их тратить? Ну да, действительно. Вот в таком красивом месте можно пить кофе каждое утро. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока, до скорых встреч!